Доброе утро. Сегодня решил начать утро не с приготовления пищи, не со сборов, а с прогулки. Я забрался, вот скала, на ней холм, ниже мой холм и еще ниже дорога. Вот там, если видно, сейчас куда-то покажу пальцем, где зеленое что-то беленькое лежит, это пленка, которая укрывает мой велосипед рядом с палаткой. Это вот такой масштаб, я не знаю, опять же, как это выглядит на камеру. И, к сожалению, мои вчерашние надежды в плане утра не оправдались. Солнца нет, погода изменилась, все в тумане. Шел дождь, все равно я опять попал в дождь. Если здесь кто и ночевал, то уж точно не на велике. На велике я явно первый человек, кто сюда забрался. Вот, поэтому место классное. Единственный был минус. Он причем сразу проявился, как я лег спать. Там ветрено, и когда ветер дует, у меня замочки от палатки, они трясутся. И она сама так немножко трясется. И постоянный был подгон, что кто-то лезет в палатку. Но я так проверил пару раз, понял, что это все-таки это ветер. Но предохранитель срабатывает, что кто-то лезет, и ты как бы сразу так реагируешь. И обратная ситуация. Нельзя, чтобы этот предохранитель не срабатывал, потому что когда действительно будет случай, когда кто-то полезет, а в эту палатку меня пытались один раз обворовать. Была не лучшая ночь в моей жизни. Вот, поэтому такой был минус, но он быстро, то ли я уснул, то ли ветер прекратился. Все нормально. Мама, снимаю для тебя. Смотри, сколько цветов. Вчера был классный день. В общем, понравилась встреча с детьми на велосипедах. Они были такие вежливые, все с уважением как-то относились, спрашивали с большим интересом кучу вопросов прям подряд. Им было очень интересно все. И прям какая-то в них доброта чувствуется, что они... Ну, нет злобы в них, по крайней мере, вот за те 10-15 минут я с ними немало простоял, на самом деле. Чувствуется доброта. Они мне потом стали... У одного парня там кафе у отца. Они мне стали советовать, вот покушать можно здесь. Хотя они маленькие дети. Воды набрать, вот там есть родник. Ну, то есть, очень позитивное впечатление произвели. И прям греет душу, что нормальные детишки растут хорошими людьми, надеюсь, вырастут. Вот, так что приятное впечатление. Ну и вообще, вчера был классный день. А вот такой вокруг вид и туман. Я залез на камень. В общем, вот такое утро. Чуть-чуть еще погуляю и пойду готовить завтрак. Благо, есть горелка с газом. Можно сделать кашу. Давно не ел кашу. Ну, может, не давно, а пару дней, но эти пару дней как вечность. Почти все утро капает дождик. То бежит, то капает. Но вот сейчас он почти прекратился. Я уже все собрал внутри палатки, все вещи. Осталось так по мелочи. Теперь нужно это нагрузить на велосипед. Баул заново надо будет сейчас прицеплять. Не очень это удобно без подножки. Думаю, очень неудобно наоборот. Вот. Но сейчас уже поеду. Чуть позже, чем обычно выезжаю. Около 12 часов сейчас будет. Поеду чуть позже. Но по трассе можно быстро отыграться, так сказать. Поэтому настроение нормальное.
У меня не было книжки с собой, когда дождь шел 20 часов, и я полдня просто пролежал. Сейчас хотя бы я скоротал время, почитал немножко, вдохновился еще раз своим путешествием и поеду дальше. Так что до встречи на дороге. В нас живет стремление все познать и исследовать, и одновременно жажда тайны, желание, чтобы все оставалось непознаваемым, чтобы суша и море были дикими и неизмеренными, потому что они неизмеримы. Я наконец собрался. Вот такой роскошный туман плывет. Все утро так. Солнце так и не выглянуло. Холодно, ветер. Пора ехать. Хочу уже покрутить педали, согреть тело. Пора в путь. All is lost in the world, baby, can't you see? All hauled up in a cove by the open sea. And we all went down in a world that we couldn't leave. I'm left behind. Когда нет оператора, но есть стрекалка. Boats turn up with their guns pointed at my eyes. We're not alone, carry on, we might be alright. As the earth burns up, there's a crack on the other side. We're locked inside these rocks. We're creatures in the water. I see a child underneath the piano in the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-coo, cuckoo-coo. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless longing, lover yearning to belong. С картошкой. И чай с лимоном, боже мой. Я дома пью только с лимоном.
Пирог божественный. Не знаю, что делать. Пить чай или есть пирог. Этот день настал. Я ем пирог с картошкой. Взял 2, но это явно не конец. Я возьму еще в дорогу. Покушал. Не знаю, такой поздний обед у меня получился. Около 6 вечера я покушал в кафе. Еще где-то час-полтора позаряжал пауэрбанки, телефон немножко, камеру чуть-чуть подзарядил. 3 дня нет солнца, солнечная панель абсолютно бесполезна пока, поэтому подзарядился. Когда я ехал, навстречу выбежали мальчишки, я там останавливался. И я спросил про погоду, нет интернета, я спросил про погоду. И один мне сказал, что завтра должен быть, и завтра и послезавтра солнечный день. Пока что погодка к этому не располагает. Но я хорошо покушал, тепло в животе. Наконец-то я съел пирожки с картошкой. Путешествие закончено. На Алтае больше делать нечего. Ладно, я на повороте на Тенгурскую тропу. Проеду сегодня еще, наверное, минут 40-50. Немного. Сейчас почти, 7:30. Я не хочу доезжать до деревни. Я хочу встать между вот поворотом на тропу и деревней где-то там. До деревни слишком долго. Ну и плюс в самой деревне, конечно, не встану. Надо будет искать место и так далее. Вот я где-то между встану. Буду, как всегда, ориентироваться просто глазами. Как вчера я ехал, вообще не хотел вставать. И тут неожиданно такое классное местечко мне показалось. Ну так оно и было на самом деле. Вот так и сегодня буду где-то вставать. Не знаю где. Ну ладно, надо ехать. Время-то идет. Ну все, Чуйский тракт. До следующей встречи. Гладкий, красивый и ровный. Увидимся. Пока-пока. Пока, дорогой. Это река Чуя, а там Катунь, вдоль которой я поеду. И здесь их слияние. Катунь более бирюзового цвета, но отсюда, к сожалению, не видно, я внизу. А вот там площадка. Но я не поехал туда уже много времени. Попробую оттуда заснять. Ну вот, может быть, отсюда видно лучше. Справа Чуя, а слева уже Катунь. И они сливаются воедино. А вот я и мой синий ослик Киа мокнет, бедолага. Время 8, надо ехать. Я всегда говорю, надо ехать, но надо ехать. Сейчас уж точно. Я уже привык к мокрому образу жизни. Я не помню уже, каково это в сухую абсолютно палатку залазить. Сегодня будет так же. Будем надеяться, что мальчишка не соврал с прогнозом, ничего не перепутал. Надо ехать. Такие насыпи по сторонам двум. Сейчас будет спуск. Надо на нем быть осторожным. Мелкий щебень, мокро. А, Катунь, красавица. Какой цвет? И это еще не осень, а осенью какой цвет? 60 тонн, ничего себе. Вот это вид! Вот это река! Если честно, выглядит пугающе. Вода не моя стихия, я прям смотрю и как представлю, что я туда падаю. А ощущение так себе. Но красиво очень. А главное цвет. Будто это и не вода даже, а что-то другое.
что-то изумрудное и пугающее. Но этот вид меня будет сопровождать еще долго. Следующие 2 дня я буду ехать вдоль нее. Может быстрее, может медленней. Сделал такое вот зеркало. Сделано на повороте, чтобы было видно. Поворот крутой и почти на 180 градусов. То есть, чтобы было видно, если ты спускаешься, машина поднимается или нет, и наоборот. Но я ранее такого не видел, хотя подобные повороты уже были. Интересно, спасло ли оно кому-то жизнь, ну или хотя бы... Наверное, спасло и жизни, и от аварии. Может, тяжелые машины ездят, что тоже важно, чтобы оттормаживаться и так далее. Было время. Жарко уже очень, потому что подъем. Маленький Катуйрык, но он скоро закончится. И перестал идти дождь наконец-то. К вечеру как-то жизнь налаживается, если честно. Что вчера, что сегодня. Посмотрим, что будет дальше. Время 9 часов 10 минут. Потихоньку темнеет. И я в ближайшие вот 5-10 минут встану где-то здесь на стоянку. Поближе к горе прижмусь. Я весь мокрый. Холодно и как-то себя чувствую сейчас не очень хорошо. Мне ни в коем случае нельзя болеть, потому что через 2-3 дня мы с друзьями выходим в поход, и мне нельзя их подвести. У меня нет ничего с собой именно противовирусного. Я не стал покупать, они достаточно эти дорогие все лекарства, и ты подумал, что ну если станет очень хорошо, тогда по пути в аптеке я куплю и все. Ну и все эти сырые ночи, может быть, тоже ветреные дают о себе знать. Может быть, это просто наваждение, что я себя плохо чувствую. Сейчас чайку теплого попью, горяченького точнее, и станет хорошо. Мощно. Грациозно он так пробежал. Напоминает мне дорогу через долину Чулышмана немножко. Ну, потому что сменился пейзаж, снова такая дорожка меж гор. Хотя, как любая предыдущая, но вокруг зелень. Получилось так, что вот там, вот за этим холмом сразу ферма. Вот здесь этот дом, и вниз сразу деревни. И там такой очень крутой участок, там даже не встать нигде. Сразу такой обрыв. Возвращаюсь назад, придется проехать. Я немного расслабился, уже столько ночей, как бы хорошо все прошло, провел. И уже думал вставать сюда, но понял, что теряю бдительность. Все-таки нужно своих принципов придерживаться до конца в ночевках. Ну, ничего страшного, если потемнее будет, когда я встану. Но лучше встать так, чтобы себя комфортно чувствовать, нормально выспаться. Я поставил палатку. Прошло минут 10 и пошел дождь. 3-й день подряд. Гурская тропа приветствует меня. О, какой симпатяга встречает. Симпатяга, привет.